Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня в курортной зоне мы решили посетить местечко, где встречаются стейки. А именно тунцовые стейки, стейки вагю и какие-то еще другие. Плюс ко всему у них пицца, опять же, в собственной печи. Что не может не радовать. Так ли это будет хорошо, как это написано в меню? Давайте проверять. И вот мы заказали сразу же все 4 стейка, которые у них представлены, а именно тендерлоин, лосось, тунец и вагюшка. И вы знаете, здесь есть о чем сразу же сказать. Вообще во Вьетнаме это встречается не только в курортной зоне, но и в целом. А именно, ты когда приходишь в ресторан, никого нету, сидит один человек, и как только ты, если засел, делаешь заказ, они вызывают повара. Что в нашем случае как раз таки и произошло. Приехала женщина, все, начала готовить, все отлично. По поводу же официантов. Ну, здесь работают все, как и все. Поэтому здесь есть выбор из 5 соусов к стейкам. Кто-то скажет: Костян, ну надо сразу заказывать нужный тебе вкусный соус, который ты хочешь. Нет, ребята, я ни прожарку всегда практически не хочу заказывать, ни соусы к нему. Я хочу, чтобы вы спросили у меня, как я хочу, чтобы для меня это приготовили. Вы поймите, что это как раз таки и будет показателем качества того, как ты обслуживаешь гостей. Здесь есть перечный соус, грибной соус, красновинный соус, соус из маракуйи и томатный. Но у нас 4 разных стейка, у нас 2 разных вида рыбы, у нас 2 разных вида мяса, один из них вообще вагю. Нет, все не пойми какой прожарки и все под томатным соусом. Давайте пробуем. На прожарку тут ни на какую я не надеюсь. Тендерлоин это... Так, понятно все. Ну да. Это, кстати, интересно, они спаяли этот кусок как-то. Знаете, существуют специальные наполнители, которые из стейка, из какого-то непонятного куска, ты его наполняешь, и он превращается в такой нормальный стейк. Я забыл, как это называется, какие-то специальные наполнители, которые выравнивают кривой твой стейк. Ну, в общем... Не, о прожарке тут говорить нечего. И вот самое, что удивительно, это, конечно, что для всех видов мяс, рыб, которые нам сегодня принесли, это один и тот же соус. Мягко. Соус вообще не в тему. На вкус наша домашняя котлета. Это даже не... Это котлета, это не... Это... Подожди. Это не кусок мяса, это котлета. Это фарш. Это спрессованный фарш. Нет, серьезно. Ну да. Это молекулярная кухня называется. Ну да, это не кусок мяса, тендерлоин, то, что вот написано. Кстати, стоит это дело 180 тысяч. Это котлета. Это котлета спрессованная, вот знаете, так сильно задавленная. Ну, вот эти формочки, знаете, прекрасно. На мой взгляд, даже немножко пересолено. Соус вообще не в тему, этот томатный сюда бы перечный какой-нибудь, грибной бы подошел к котлетке-то, да? Пусть это будет котлетой, но это полное разочарование. Это вообще нельзя назвать стейком. Это домашняя котлета, да, хорошо, окей. Ну, Роман, пробуй. А вот следующий я тунец хочу. Вот следующий тунец. Будем перемежать рыбу и мясо. Сейчас у нас Рома рубанет. Я еще был достаточно лоялен. Ну, Ром, бомби. Ну, слушай, я, походу, раскусил их фишку. Почему-то подумал, что это котлета. У меня точно так же получалось, когда я брал жесткий говяжий стейк и замачивал его свежевыжатым ананасовым соке где-то на сутки. То есть его кто-то уже переварил до нас. Да. И получалось ровно один в один то же самое. А что касается соуса, вот когда принесли, я сразу почувствовал вот этот аромат, и так это и оказалось. Это не просто томатный, а томатно-килечный соус, как из консерв. И такое ощущение, что ты ешь дешманские консервы. То есть здесь они просто ужасно поступили в данном случае, что подали вот такой вот соус. Ну, у нас этот соус присутствует во всех блюдах.
Придется как-то с этим смириться, но нет. По поводу же котлетообразной консистенции, ты с этим согласен? Да. Да. Ну, я от куска мяса, честно говоря, ожидаю другого. А ты? Да, естественно. Поэтому даже если вы хороший кусок мяса, пускай он жестковат, но за счет маринада в киви, в ананасе или еще в чем-то превратили в котлету, я считаю это ошибкой. Так делать не надо. В общем и целом, коллегиальным решением, здесь за кадром еще тоже люди сидят, мы пришли к мнению, что вот тот вот самый стейк, ну, это действительно в чем-то замариновано. И, соответственно, размягчено настолько, что от стейка там ничего не осталось. Ну, в общем-то, мы это уже и говорили выше. Хотя не исключено, что это просто через очень крупную сетку мясорубки пропущено и потом запрессовано. Здесь, как говорится, черт его душу знает. Ладно, тунец. Ну и о чем же говорить? От тунца нам здесь, конечно же, от его истинного вкуса ничего нам, конечно же, не оставили. Ну, давайте вот так вот разрежем и посмотрим. Ну да, ни о какой розовизне, красноте тунца здесь речи не идет. Ясно, понятно. Любую другую рыбу бери, будет то же самое. И вы знаете, первое, что хочется сказать, это, ну, помимо того, что, ладно, передержано, то есть вкуса конкретно самого тунца здесь ты не почувствуешь. Это, скорее всего, желтохвост. Ну, то есть, сам по себе хороший вид тунца. Не самый дешевый, ну и не самый дорогой, конечно, это не блюфин. Но в то же время, а где вкус-то тунца? Его нет. Ровно любая рыба, еще этот томатный соус, о, господи. Вот сюда он, я там говорил, он не в тему, а здесь он вообще не в тему. Я сейчас съел кильку в томате вместо тунца. Да вы, ребят, что делать? Нет, все, а мне одного кусочка хватит, вот ей-богу. Это вообще просто вот ни в какие ворота не лезет, это невозможно. Я первый раз такое встречаю. Ты подожди еще послевкусие. Сначала вроде рыба такая, все дела, а потом вот эта томатная килька. Вот сюда-то она зачем, понимаешь? Ну это просто что-то с чем-то. У нас лосось впереди, ё-моё. Ну и теперь что же? Лосось, а именно семушка в виде него. Ну что тут? О, смотри, с претензией. Фига себе. Переворачивайся. Вон оно как. Видали? Ну вот, лосось, мне бы, честно говоря, предполагал какие-то надежды, если бы, конечно, не этот самый сумасшедший соус. Ну ладно, давайте попробуем кусочек. О. Лосося чувствую, но где-то очень далеко. Это замороженный, размороженный. Я даже такое впечатление, что чувствую сырую воду внутри него. Сказать, что это ужасно, ничего не сказать. Я не хочу такой стейк из лосося. Ну, правда. Ну, просто не хочу и все. Я ел нормальные отрезы, хорошо приготовленные, красиво поданные, под хорошим соусом, с отличной прожаркой. Шкурка мягкая, соус отвратительный. Не знаю, ребят, извините, что вот получается такой обзор, что я на все бомблю. Ну, а что мне остается делать? Говорить, ох, как это вкусно, так вы же сами потом скажете, Костян, тебе там проплатили еще что-то. Так я не буду говорить никогда насчет того, что если что-то невкусно, неправильно приготовленное, я не буду сидеть и восхвалять. У меня, как говорится, нет такой возможности заплатить, чтобы я сидел и восхвалял. Роман? Ну, здесь хотя бы чувствуется, что это та самая рыба, которая заявлена в меню.
но она слишком водянистая, вот как будто Это бы да. реально она то ли в воде очень долго лежала, то ли замораживалась, размораживалась. То есть получился такой вот прямо супер водянистый вкус. И, ну, Да там сырая вода как не будто хочется внутри. просто есть такое. Ну да. Да испорченный кусок стейка, честно говоря, отвратительно. Это ужасно. Вагю, господа. Вагю. Если стейк из лосося стоил 160, ровно так же, как и из тунца, то вагю, вот этот вот, стоит 300 тысяч. Ну, вы знаете, на вагю я здесь уже особенного никакого энтузиазма не испытываю. Давайте распилим. Что для вагю-то жестковато. Ну, хотя бы это кусок мяса. Я уж понимаю, что я пилю вроде как кусок мяса. Что-то какое-то у них неправильное вагю, мне так кажется. Ребят, ну, пожалуйста, напишите в комментах. Но это вот так вот режется вагю, нет? Мне кажется, оно должно как масло резаться, нет? Здесь вот, ну нет, о прожарке здесь речи нет, конечно, никакой. Ладно, и все под этим самым томатным соусом. Окей. Ты уверен, что хочешь такой большой кусок? Придется. Вкус говядины с килькой. Ни о каком вагю речи нет. Горечь от килично-томатного соуса перемежается на послевкусии неплохим вкусом говядины. Это, если это где-то когда-то и было вагю, то они сделали все возможное, чтобы его испортили. Они его передержали, они подали неправильный соус, который вообще сюда не в тему. Ну вот эти вот жилы здесь, я не знаю, вообще присутствует такое, но отрез на отрез не попадается, но я не уверен, что японцы, которые выращивают вагю, они в принципе позволяют себе делать такие отрезы вот с такими жилами. Давайте вот я попробую вот это разрезать, а вы посмотрите. Ну вот, видите? И вот это вот. Вот это вот жила. Но это же вот, ребят, но это не проживать. Я не уверен, что вагю в принципе с такими штуками продается. Так что это, конечно же, я не считаю за... О, все, вот тут-то мы как раз попали на ту самую хорошую, качественную жилу. Нет, ну это, конечно, никуда не годится. Давайте вот малюсенький кусочек. Первое, что прям бросается во вкусовые рецепторы, это вот этот вот томатно-киличный соус. Ну, я не знаю, он других ощущений не вызывает. Он слегка горчит. Он вообще не в тему. Мясо, опять же, волокнистое. Притом волокнистое не как вот ты стейк ешь нормальный, которого длинные, хорошие волокна, и ты такой раз пробуешь. А здесь фаршеобразные, опять же, волокна. На этом, собственно, все и заканчивается. Ребят, ну, ни о каком вагю за, простите, пожалуйста, 300 тысяч вот за этот кусочек речи не идет. Нет, откровенное кидалово. Да то вагю замороженное, перемороженное, вот где мы здесь пробовали, было в 100 раз лучше, чем вот это. В 100 раз лучше. Слушай, если это и было когда-то вагю, скорее всего, это была троюродная прабабка этой коровы. Но точно не эта корова. Это точно. Не, ну я не знаю, что они сегодня делают тут с нами, я совершенно не понимаю. Это такая же мочалка, как была вот там. Ну, в целом, да. Ну, чуть-чуть, может быть, вкуса говядины в ней побольше. Вот это правда. Но на этом все. И заканчивается. Да. Вкуса говядины на пипирку больше. По консистенции это ровно та же мочалка, что и была. Да. Это ужасно.
У нас пиццы еще остались. Ну вот, кстати, это совсем другие виды блюд. Давайте посмотрим пиццу. Абстрагируемся. Забыли про все, что было до сих пор. Пиццы. Все, забыли все, что было до сих пор. И теперь у нас пицца. Естественно, на некоторое время постояла за кадром, пока мы здесь все остальное пробовали, поэтому к не тянущемуся, допустим, сыру я претензий никаких иметь не буду, ну это понятно. Вот. Я думаю, что любой из вас всегда пробовал, допустим, хорошую пиццу, даже на следующий день после вечеринки. Из холодильника вынимаешь вот эту коробку с заказанной пиццей, пробуешь, и если она вкусная, то она все равно, черт возьми, будет вкусной. А у нас даже она ночь не стояла, она постояла где-то минут 15. Да я не знаю, что сказать. Очень соленая. Сыр какой-то странный. Мясо, вот эти вот кусочки, это самая дешевская ветчина вот из этого, из лотика, которая мне не нравится, если честно. Это не мясной любитель, это вот meat lover, который за 200 тысяч донгов. Не, ну это просто невкусное. Очень соленое, вот прям крайне супер соленое. По поводу же теста, ну тоже не то. Вы знаете, я теперь-то сравниваю уже с хорошими видами пиццы. Например, мы то, что были вот в ресторане La Riva, вот здесь вот обзорчик появится. Вот там тесто, вот там начинка. Там при тебе шеф все замешивает, все вот эту вот пиццу, значит, тесто раскручивает. И вот он кладет, набрасывает все ингредиенты в печь туда-сюда. Я на следующий день ту пиццу вообще сточил без вопросов. Все отлично, здорово и хорошо было. А это у нас солями горгонзола за 185 тысяч. Это вот это сейчас будет. Где тут? Горгонзолы пока не чувствую. Это вкуснее. Она хотя бы не такая соленая. Я не такой великий знаток все-таки пиц. Здесь, пожалуй, больше Рома скажет. Но мне кажется, тесто здесь вот такое впечатление, что не сами лепят, а все-таки покупают, а сами там раскатывают и готовят. Вот в двух словах пицца тоже хрень. В трех словах, если. Роман, пробуй, говори свое авторитетное мнение. Мне не понравилось. Да, хрен с ним, что подостывшее, еще что-то. Дешевские ингредиенты. Как-то с сыром тоже непонятно. Горгонзола здесь какой-то особенный я не чувствую. Может быть, где-то там на фоне она чуть-чуть присутствует. Такое впечатление, что здесь не основной сыр даже моцарелла, а моцарелла чуть-чуть, а основной сыр здесь какой-то другой. Вот моцареллы там чуть-чуть набросано, знаете, так на поверхности. Потому что, вот серьезно, сейчас Рома попробует и крупный план возьмет. Вот здесь вот сыра-то, пипирка совсем на поверхности. Вот, посмотри. Давай сейчас крупненько снимем. Ну вот, посмотрите. Вот как бы так отковырять сыр. С одной стороны, вроде так и неплохо, кстати, да. Можно даже слова свои немножко назад взять. Ром, это нормальный кусок сыра? Ну, в целом, да, вроде. Ну, здесь в центре он просто расплавился. Повезло. Ну, центр, он вот, да. Он стёк. До центра дошел. Давайте вот еще раз так посмотрим. Да нет, по количеству-то вроде даже и не докопаешься. Ну вот здесь его нет совсем. То есть он весь то ли стек вниз, то ли его положили только вниз. Ну, хотя, вот видишь, опять же, если так сравнивать, вот, там уже колбаса. Ну, ладно, до количества я особо докапываться не буду, хотя, вот видите, здесь уже все, сплошное тесто. Почему так много соли? Я до сих пор съел вот уже достаточно много блюд, я так не пересолился, как я сейчас пересолился с этой пиццей. У меня соль на языке.
просто конкретнейшая такая соль. Никогда в пицце такого не было. Я не знаю, зачем, как это сделано и почему это сделано. Но это какой-то перебор. Это, я не знаю, рассчитано на то, что ты очень много напитков будешь, наверное, употреблять. Не знаю. Роман, любитель пиццы. Ну, это пиццей можно назвать прямо с натяжкой. Это, конечно, пицца, но как будто бы вот, был школьник, у которого мама пекла пирожки, потому что это такое пирожковое тесто, а у него осталось это пирожковое тесто, и он попытался познать основы кулинарии. И у него денег не особо много, он купил немного дешевых ингредиентов и добавил вот на это пирожковое тесто. И получилось что-то похожее, очень-очень отдаленно и не особо качественно напиток. То есть та самая классическая пицца, которая изначально предполагалась. То есть берешь кусок теста, наваливаешь все, что у тебя есть в холодильнике и готовишь. Ну, это я, естественно, уже устраиваю шутки. Ребят, ну, если сравнивать с хорошими пиццами, это ни в какое сравнение не идет. Ну, вы знаете, я могу понять одну вещь. Когда, вот помнишь, мы с тобой в баре с крафтовым пивком пробовали? И там, значит, подавали пиццу, она крайне дешевая. Там на замороженном куске теста, имеется в виду, да, покупном, быстренько готовили. Ну, сколько она там стоила? 40? 50? Я точно не помню, но помню, что копейки. Ну, что-то типа того. Здесь меня, как говорится, монтажер поправит. И да, мне там понравилось. Во-первых, дешево. Во-вторых, ну да, я не особо докапываюсь. Но, ребята, у вас 200 тысяч и 185 тысяч. Это как-то, извините, пожалуйста, должно быть качество. Итоги. Кстати, так совпало, что у тебя футболка прям в тему сегодня. Да, и вы знаете, у меня первый раз, наверное, сегодня такое, что, ну, не зашло ничего. Ну, потому что, когда ты приходишь, все-таки определенные требования к каждому блюду ты выдвигаешь. Здесь не совпало ни одно из каких-то даже предполагаемых требований к каким-то блюдам. Я не знаю, почему ребята так работают. Ну, один человек стоит за барной стойкой и, соответственно, когда гости приходят, вызывают кого-то. Ну, то есть рассчитано на то, что зайдет человек, ему поставят пивка, и как бы и ладно, и окей. А если зашли гости, то вызывается, ну, понятное дело, экономят на персонале и тому подобное. С этим я могу, в общем-то, согласиться, но если ты приехал, ну, приготовь нормально, еще что-то. Я крайне разочарован этим местом. Ребят, вот обращаюсь сейчас к хозяевам заведения, дай бог они меня посмотрят, дай бог они меня посмотрят, и делайте что-нибудь. Делайте что-нибудь, делайте с уровнем что-нибудь. Не позорьте Вьетнам среди туристов. Вот зайдет случайный человек сюда и захочет отведать вагю стейка, и он получит вот это. Или он захочет лосося и получит водянистую кашу, перемороженную под томатно-киличным соусом. Нет, так дела не делаются. Надо что-то менять в этом заведении, а пока что welcome, медаль, худшее заведение Вьетнама. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. А вдруг? Сейчас Рома такой, о, так нет, это то самое, да? Угу. Давай. Стоит 300 тысяч. Здесь поговорка напрашивается про 300. Да, это мы и сделаем сейчас. Только у хозяева ресторана.